Сегодня мы поговорим о привычках богатых людей. Ведь между бедным неудачником и человеком преуспевающим есть всего лишь одно отличие – разница в их привычках. Ведь давно доказано, что большинство богатых и успешных людей этого мира изначально не были детьми богачей, а скорее всего добились благодаря всего своей успешной психологии и поведению. Поэтому правильные привычки богатых – ключ к быстрому успеху, а худые привычки бедных – наглухо закрытая дверь в будущее. Главное правило богатого человека. Итак, наипервейшим и наиглавнейшим правилом, которому я всегда буду следовать, станет такое – я выработаю в себе правильные успешные привычки и сделаюсь их заложником. То есть всегда и несмотря ни на что, с этого момента буду им следовать. Это и есть самое первое правило и привычка богатого человека. Итак, какие же привычки следует в себе выработать? Конечно, те, которые свойственны богатым людям, если вы решили стать одним из них. Это также могут быть те привычки, которые способствуют выполнению выбранной вами цели. Сравним еще раз привычки богатых и бедных. Прежде всего, к ним относится соблюдение определенного порядка действий. Привычки, ведущие к успеху. Известно, что 81% богатых всегда составляют для себя список наиболее важных дел, которые следует сделать в течение дня, месяца, года и так далее. Для сравнения из бедных это делают только 3%. Также привычку просыпаться за 3 и более часа до работы имеют 44% богатых и бедных. Слушают аудиокниги в свободное между делами время 63% богатых и 5% бедных. 79% богатых уделяют налаживанию связей и выстраиванию отношений более 5 часов в месяц. Бедных всего 5%. Читают каждый день полчаса и больше богатые 88%, бедные 2%. При этом любят читать 86% богатых и 26% бедных. Здоровый образ жизни – путь к богатству. Далее идет забота о собственном здоровье и здоровье своих детей. Ведь это тоже своеобразный путь к богатству. Известно, что люди, стремящиеся к совершенству, понимают, что они ничего не смогут достичь, если будут чувствовать себя плохо. Поэтому они ставят на первое место свое здоровье и благополучие. Регулярно занимаются спортом, предпочитают здоровую пищу и оставляют время для спокойной работы и увлечений, которые помогают расслабиться. Для сравнения, занимаются физическими упражнениями 4 раза в неделю богатые 76%, бедные 23%. Количество употребляемой высококалорийной пищи. Богатые – менее 300 килокалорий в день, не более 75%, бедные – более 300 килокалорий в день, практически 100%. Нравится видео, идея канала и количество полезной информации в секунду? Ставь лайк, подписку и колокольчик, и поехали дальше! Правильные социальные привычки богатых людей. Просмотр ТВ. Не более 1 часа в день. Богатые около 60%, бедные менее 25%. Просмотр реалити-шоу. Богатые не более 5%, бедные более 75%. Воспитание детей. Прививают детям правильные привычки, которые приводят к успеху 74% богатых и всего 1% бедных. Дети работают в качестве волонтеров 10 и более часов в неделю. Богатые 70%, бедные 3%. Поощряют прочтение детьми 2 и более нехудожественных книг в месяц. Богатые 63%, бедные 3%. Странные привычки богатых. Но существуют еще более странные привычки, которые есть только у богатых людей, а для бедных они считаются полной дикостью и, например, это постановка целей. Записывают свои цели богатые 67%, бедные 17%. Концентрируются на достижении конкретных целей богатые 80%, бедные 12%. Верят в то, что нужно все время учиться богатые 86%, бедные 5%. Верят в то, что правильные привычки создают возможности богатые 84%, бедные 4%. Верят в то, что плохие привычки имеют негативное влияние богатые 76%, бедные 9%. На последние 2 пункта следует обращать особое внимание. В чем состоит ключ к богатой жизни? Этот список можно было бы продолжить, но думается, что ключ к богатой жизни и успеху и так понятен, так как привычки богатых нацелены на трудолюбие, на постоянную работу над собой, на достижение поставленных целей
И если вы действительно хотите своих целей достигнуть, то вам необходимо выработать именно такие привычки. Прочитайте все это еще раз и выберите такие привычки, которые необходимы именно вам для достижения конкретно ваших целей. Далее начинается самое трудное и интересное – выработка конкретных привычек. Очень многим на собственном опыте было проверено, что привычка формируется примерно за 21-30 дней ежедневного повторения. Условно, этот период можно разделить на 3 фазы по 10 дней. Причем в каждой из них происходят разные вещи. И если вы будете знать, с чем вам придется столкнуться и чего ожидать, то ваши шансы на успех повышаются. И вы с большей вероятностью пройдете через эти 30 дней. Рассмотрим это на таком простом примере. Допустим, вы решили бегать по утрам, чтобы зарядиться энергией на целый день. Вы начали это делать, и первые 10 дней у вас наблюдается первая фаза, которую условно можно обозначить как преодоление силы притяжения. Вы только начинаете внедрять новую привычку и зачастую чувствуете себя некомфортно. Это примерно то же самое, что бороться с гравитацией. И если в первый день вы спокойно встали и совершили пробежку, то на второй начинается сопротивление. Ум может говорить: а может не стоит, зачем это надо? Эмоции: а мне это не нравится? Тело: я устала, мне больно. И так происходит первые 10 дней при выработке любой привычки, будь то бег по утрам, следование определенному плану действий, посвящение часа в день чтению специальной литературы или налаживанию деловых контактов в выбранной вами области. Здесь главное не сдаваться, видеть перед глазами цель, которая вас вдохновляет и не дает сбиться с верного пути. Помните, вначале мы как раз говорили о том, как важно держать слово, данное себе. И если вы успешно прошли эту фазу, то за ней следует вторая, с 10 по 20 день. Условное название – сопротивление. Вы регулярно бегаете по утрам, знаете, что это полезная привычка, поскольку она заряжает вас энергией на целый день. Но при этом нередко бывает так, что мозг подкидывает какие-либо отмазки. Допустим, на улице пасмурно, дождь, можно простудиться. И так что лучше лишний час поспать. Или если вы решили почитать специальную литературу, а по телевизору идет любимый сериал, то какая-то ваша часть тоже может предложить: может, сделаем это завтра, а сегодня расслабимся? И здесь опять-таки очень важно не выпустить из виду вашу цель. Ту путеводную нить, которая помогает вам двигаться, преодолевая все слабости. И, наконец, третья фаза – усвоение. Ваша новая привычка сформирована, доведена до автоматизма и успешно работает, помогая достижению ваших целей. И наверняка она вам уже нравится, поскольку стала органичной частью вашей жизни. И без нее вы себя уже не представляете. И следовать ей для вас так же естественно, как и дышать. И если в вашей жизни все действительно так успешно произошло, то можно вас поздравить. Вы действительно сделались рабом, а точнее хозяином хорошей, доброй привычки богатых людей, которая является первым ключом к вашему успеху, богатства. И теперь можно также браться за следующую. И именно постепенность и последовательность – это последний секрет успеха для богатых людей. И привычка на сегодня – постепенно вы можете стать совершенно другими людьми. Успешными, целеустремленными, занимающимися любимым делом, которое приносит доход. А вот бедные люди, наоборот, хотят все получить только максимально быстро и никак вообще. При этом, естественно, прилагая как можно меньше усилий. Поэтому, собственно, они ничего доступного только успешным людям и не получают. И получают иногда, но часто случайно. При этом очень быстро теряя уже в течение следующего года то, что было получено незаслуженным трудом. Упорство, хоть и маленькие, но регулярные шаги в правильном направлении. Вот секрет богатых. Поэтому, собственно, вывод простой. Единственный способ стать надолго успешным и счастливым человеком – это выработка в себе правильных и эффективных принципов мышления и успешных привычек лучших людей мира сего. Причем это относится и как к богатству, так и к духовности, ведь любой успех, по сути, закономерен. И для полного комплекта в следующей статье вы узнаете 10 самых главных законов богатства от успешнейших людей планеты, либо прочитайте предыдущую статью о психологии богатства. А также читайте у нас на портале обучения и саморазвития о том, как стать успешным, счастливым, настоящим мужчиной, мудрецом, гением или даже просветленным. А на этом все. Желаем вам хорошего настроения, доброго здоровья и успехов!
Но на этом еще не конец. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на наш Summary Club экспресс-обучение и саморазвитие, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее. А главное, экономить сотни и даже тысячи часов и долларов на образовании вместе с нами и нашими экспертами. Также не стесняйся, пиши свое мнение и вопросы по теме. Давай обсудим их со зрителями и профессионалами, ведь мы читаем все комментарии. Поддерживай нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, заходи на наш официальный сайт, портал обучения и саморазвития, где можно найти многие материалы и в печатном виде. Ну а сейчас отправляйся заниматься полезными делами в реальной жизни или переходи к просмотру других видеоканала и по ссылкам в описании. Всем добра!